Всем привет, дорогие друзья, на канале PaikMaker, с вами, как всегда, я, Михаил. Приглашаю вас прослушать рубрику «История персонажей» из игры GTA 4. Сегодня расскажу про Джерри Макрири. Джерри Макрири. Основной персонаж GTA 4. Средний ребенок криминальной семьи Макрири. До ареста являлся лидером ирландской мафии. Джерри родился в 1973 году и был третьим сыном Морин Макрири и мистера Макрири, а также младшим братом Деррика и Фрэнсиса. Младшие братья и сестры Джерри, Пейки и Кейт, родились в последующие несколько лет. Джерри всегда участвовал в семейных конфликтах со своим старшим братом. Его также избивал отец. 27 лет спустя, в 2000 году, отец Джерри покончил с собой. Джерри стал лидером, так как Деррик уехал в Ирландию, а Фрэнсис стал полицейским. Джерри заключил союз с капо преступного клана Пегорини, Рейнбо Чино, который использовал их, чтобы ослабить преступный клан Анчелотти. По словам его брата Патрика, до 2008 года он был трижды женат. А если вы хотите узнать о разных раздачах на разных площадках, или вот на приложении iOS и других разные промокоды, разные игры, разные площадки, разные халява, то присоединяйтесь к моей группе «Ну просто халявы». Ссылочка находится в описании данного видеоролика. Тут каждый день модерация данной группы, в том числе я лично, вас радует разными халявами. Джерри, по-видимому, склонен к насилию. Подразумевается, что Джерри самый жестокий и безжалостный человек в семье Макрири, о чем поминает Пейки и другие люди, с которыми общается Джерри, а также из-за его конфликта со старшими братьями и жестокого обращения со стороны отца. Например, он безжалостно избил Фрэнсис, когда они были маленькими, остановился только тогда, когда увидел, что Кейт плачет в углу. В один смерть отец вернулся домой весь в крови, и можно было заподозрить, что он кого-то убил. Однако Джерри безызвестно предан своей семье и защищает ее. При своей первой встрече с Нико Белликом он пригрозил Нико, что Нико не должен связываться с его семьей, иначе он навредит семье Нико. Хотя ни Деррик, ни Фрэнсис не очень ладили с Джерри, и последний не выражал особых чувств по поводу их смерти, но он по-прежнему с грустью относится к ним как к своим братьям. Если Фрэнсис или Деррик будут убиты, Джерри также сомневается, поскольку он не доверяет Нику в том, что тот будет заниматься семейным бизнесом. Когда они впервые встретились, хотя и Пейки и Майкл говорили, что Нико хороший человек, однако по мере того, как Джерри позволял Нику заниматься все большим количеством работы, Джерри открывается Нику, даже спрося Нику присмотреть за его семьей, если его арестуют. Джерри поддерживает взаимное уважение с Нику до его последнего выступления. Как и большинство членов семьи Макрири, Джерри пьяница и наркоман, поскольку в двух первых миссиях, в которых он появляется, он занимается именно этим. Джеральд схож с Шоном Свитом Джонсоном из GTA San Andreas Definitive Edition, так как оба являются лидерами своих группировок, а также защищают своих братьев и сестер. В какой-то момент они также находятся в заключении, хотя Свит был освобожден, в то время как Джеральд все еще находился в заключении. Их банды также в качестве своего цвета используют зеленый. Джеральд, Джон Гравелли, Элизабет Торрес и Бернард — единственные главные персонажи GTA 4, которые не появляются за пределами кат-сцен. Джеральд — первый персонаж во вселенной GTA, который использует слово на букву N в унижительном смысле, неоднократно произнося в GTA San Andreas Definitive Edition и GTA 5, не только в уличных речи афроамериканцев.
Как и Рэй Бочино, Джеральд возвышается над Нико, когда стоит рядом с ними, как показано на картинке выше. На полицейской фотографии его рост составлял ровно 183 сантиметра, однако это не точно, так как на полицейском фотографиях у всех персонажей одинаковый рост. Неизвестно, что с ним случилось во время нападения на тюрьму во финальной миссии «Потерянные и проклятые». Возможно, он сбежал или был убит, но это маловероятно, поскольку он должен был находиться под замком в главном здании под усиленной охраной. По его словам, в сцене «Ибо я заберу ее» Джеральду грозят обвинения в рэкете и вооруженном награблении. Если его признают виновным по обоим пунктам, он может сидеть в тюрьме до 50 лет, при условии, что он не будет иметь права на условно-досрочное освобождение. Если его освободят в этом возрасте, ему будет 85 лет. Тони также упоминает Джеральда в балладе о гее Тони во время миссии «Ночь с дамами». Единственный из братьев Макрири, который появлялся только в кат-сценах. Неизвестно, почему Джеральд хотел похитить Грейси Анчелотти, поскольку он не получил бы денег за возвращение бриллианта, так как находился в заключении. Актер озвучки Пит Джей Соско также озвучил Уолтона Лоу, преступника и второстепенного антагониста РДР-1, еще одной игры от Rockstar. Единственный из братьев Макрири, которому удается остаться в живых по сюжету. Дорогие друзья, желаете меня поддержать? Вы можете оформить подписку на Boosty или ВК Донат. Вы сможете увидеть файлы моменты с прохождений, также прохождение уникальных игр, расписание видеороликов, доступ к закрытому Telegram-каналу, где будет реал-контент. Прямо сейчас есть 20 бесплатных мест, так что успейте написать мне в ЛС ВК, ссылочка находится в описании данного видеоролика. И на этом история про Джеральда Джерри Макрири из игры GTA 4 подходит к концу. Всем спасибо за просмотр, не забывайте выполнять действия, которые видите прямо на ваш экран. Канал лайк, колокольчики, подписка на канал. С вами был Михаил с канала Payk Maker.